Здравствуйте, друзья! Сегодня хочу поделиться с вами результатами эксперимента. Я решила утилизировать остатки футера и флиса, чтобы сшить термоноски. Они активно сейчас продаются в качестве вкладышей в обувь походную, такую резиновую, или в галоши, либо ходить дома в качестве сапожек. Мне поступил заказ от невестки, думаю, пользуясь случаем, сейчас сошью. Посмотрите, пятка все-таки немного висит. И поэтому я вам скажу свои рекомендации по выкраиванию, так как я использовала уже озвученный, это не мой метод, но я уже делала мастер-класс по этому способу раскроя. И вы можете вспомнить, сейчас я картиночку подставлю, видите, это из бельевого трикотажа, из футболочек, получается великолепно. Я с удовольствием ношу дома эти носочки, они хорошо себя зарекомендовали. Алгоритм построения выкройки следующий: нужно обвести свою стопу на листе бумаги, хоть газету возьмите, просто стали, обвели. Дальше измеряем длину стопы и ширину стопы в самом широком месте. Обычно это ширина где-то 10-11 сантиметров. Практически у всех взрослых людей она такая. Дальше мы эти мерки будем использовать при построении выкройки. Нам понадобятся листы бумаги, чтобы можно было их вдвое согнуть. То есть, как бы не короче, чем длина вашей стопы. Такие листы. У меня А4. Обычные листы от принтера. Для принтера. Итак, сгибаем и отмечаем длину стопы. Отмеряем этот отрезок минус 2 сантиметра, потому что трикотаж тянется. Если у вас плохо тянется ткань, как вот у меня этот футер с начесом, он плохо тянулся, поэтому следующее я уже буду шить, не буду минус 2 делать. А если очень эластичный у вас материал, то вычитаете 2, иначе будут болтаться они. Но в любом случае опытный экземпляр вы сошьете и поймете, нужно вычитать эти 2 сантиметра или нет. От краев отступаем по 4 сантиметра и вверх поднимаем по перпендикуляру половину ширины. То есть если у вас 10 ширина, то на 5 сантиметров, а со стороны мыска меньше на 1 сантиметр. Всех удивляет этот момент, что не так, как стелька выглядит подошва, а шире со стороны пятки и уже со стороны мыска. Это потому, что поднимается эта деталь со стороны пятки до щиколотки практически. Контрольные точки я вырезаю, чтобы можно было, когда выкраивать, их тоже отметить. Их 6 штук, я их показываю пальчиком. Их нужно при выкраивании будет отметить обязательно. Дальше на основании этой подошвы мы строим еще 2 детали. Верхнюю часть носочков и пятку. Верхнюю часть мы строим следующим образом. Обводим со стороны мыска до пятки, не доходя 1 сантиметр. То есть делаем немножечко короче эту верхнюю часть и пристраиваем. Я пристраивала в этот раз 8 сантиметров. Невестка попросила невысокие делать, и она говорит, я буду под джинсы носить, а вы вот здесь можете больше сделать, и 10, и 12 сантиметров, либо еще одну деталь, манжету предусмотреть, тоже как вариант, имеет право на жизнь. Итак, это верх, подписали. Я даже показываю здесь, как это будет соединяться. Ну, понятно, мысок с мыском будет соединяться, и наверх уже эта манжета пойдет. А дальше нам нужно пятку сделать. То есть мы до пяточки обводим со стороны пятки, а дальше пристраиваем такой же величины вверх поднимающуюся часть. Если 8 сантиметров на верхней части было, то и на пяточной тоже 8 сантиметров пристрачиваем. Здесь я 5, правильно, да, немножко не туда написала. Но это если ширина стопы у вас 10, то там будет по высоте 5. Это не постоянная величина, а от вашей мерки зависит. Итак, у нас 3 детали построены. Эти выкройки без припусков на швы. Имейте в виду, что когда будете выкраивать, делайте припуск. И опять же, определитесь, наружу вы будете строчить, на машинке вы будете на прямострочно это делать зигзагом, либо будете на оверлоке собирать. И если толстая ткань, как вот у меня,
то лучше, я думаю, наружу сделать швы, чтобы они никак дискомфорта не могли принести, да, человеку. По 2 детали выкроили. Я специально разные цвета взяла, чтобы вам было видно. Собирается элементарно. Соединяем пятку с подошвой и прострачиваем по контрольным меткам. То есть то, что наверх пойдет, мы сейчас не строчим, конкретно пятку застрачиваем. Не забудьте подписаться на мой канал. Оказывается, кто был подписан, сейчас не подписан. Проверьте этот момент и подпишитесь. Мне очень приятно, когда растет число подписчиков. Это как-то окрыляет. Дальше обязательно нужно закрепить, завязать на узелок концы и спрятать их внутрь, чтобы как раз там место соединения не расходилось. Очень это там такой тонкий момент, нужно будет хорошо захватить. Если с первого раза не получится захватить, то можно еще прострочить на машинке или вручную. Вот где все 3 детали сходятся, там бывает, что немножко перекашивается. Ничего страшного, это такая домашняя одежда. Тут можно и вручную подшить. Главное, чтобы ногам было тепло. Они такие приятные, вы не представляете. Попробуйте хотя бы одну пару сшить, и вы влюбитесь в такие носочки. Прострачиваем от верха, это уже сплошной шов, от верха до верха через мысок проходим и пристрачиваем верхнюю часть. Осталось только со стороны манжета, либо вы манжет пришьете, либо подвернете. Я подвернула 1 раз, здесь обрезать концы можно, потому что мы подвернем, и прострочила, уже не стала снимать этот момент, я прострочила на прямострочной машинке множественный зигзаг, называется строчка, но можно просто зигзагом. Эта ткань не сыпется, у меня вообще никаких проблем не было с ней, и эти носочки реально сшить за полчаса. А если их накроить несколько штук, то можно одинаковые операции проделывать и очень быстро себя снабдить на всю зиму. И, кстати, это хороший подарок пожилым людям, бабушкам, дедушкам. Прекрасные носочки, которые они с удовольствием будут носить. Мягкие, теплые. Надеюсь, вам этот мастер-класс понравился и было понятно, как построить выкройку. Единственное, хочу вас предупредить, чтобы они не оказались коротковатые. Нужно вычитать эти 2 сантиметра или нет, в зависимости от эластичности вашей ткани. С вами была Любовь Рулевская. Приглашаю подписаться на канал, у меня будет еще очень много интересного. Всех люблю, целую, пока-пока.